Всем привет! Рада приветствовать вас на продолжении мастер-класса. В прошлом видео мы связали с вами джемпер. Кто еще не видел, переходите по ссылочке внизу на подробный мастер-класс. Сегодня я предлагаю вам украсить его розами. В этом видео я покажу два варианта. Первый, как связать розу крючком, как на этом джемпере, или спицами. И она выглядит вот так. Я решила расположить розы следующим образом. 3 с одной стороны и одну с другой стороны. Вот так. 3 здесь и 1 с другой стороны. Ну, это, конечно, дело вкуса и ваша фантазия. Вы можете их расположить как хотите. Не обязательно располагать все 4 цветочка, можно только 3 или можно только 1. Можно, например, их вот так вот, как бы по регланным линиям расположить. Или может быть вот так вот. Ну, здесь фантазии пределов нет. Можно придумывать, что хочешь. Итак, давайте начнем. Вязать мы будем из похожей пряжи, она не точно такая же, но здесь нитка более ровная и лучше видно. Что еще хотела сказать, я эти розы, кстати, не пришивала, я просто их приколола булавками, потому что я подумала, может я потом со временем передумаю и мне захочется носить только один цветок или в каком-то другом варианте, я посчитала, что так удобнее. Для начала нам нужно набрать цепь из 50 петель. Итак, делаем первую петлю. И теперь набираем цепочку из воздушных петель. Нам нужно 50 воздушных петель. Мы связали цепь из 50 петель. Теперь делаем накид на крючок и вставляем его в четвертую петлю. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю вставляем крючок, вытягиваем рабочую нить. Теперь у нас на крючке 3 петли. Протягиваем рабочую нить через 2 сначала. И еще раз через 2. Вот у нас образовалась уже такая первая дырочка. Теперь делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и вставляем крючок в то же место, в ту же петлю, в которую мы сделали первый стежок наш. В ту же самую петлю, в четвертую. Вытягиваем рабочую нить и опять сначала 2 петли провязываем, потом еще 2. Дальше делаем накид, опять отсчитываем четвертую петлю, вставляем крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем сначала 2 петли, потом еще 2. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Делаем накид и вставляем крючок в то же самое место, в ту же петлю. Вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли, еще 2.
И вот таким образом у нас, получается, образуются вот такие арки. Внизу маленькие и вверху. 2 мы уже провязали. Вот таким образом нам нужно провязать до конца нашей цепочки. И у нас должно получиться 12 вот таких вот верхних арочек. Давайте провяжем еще несколько. Так, делаем накид. Отсчитываем 4 петлю. 1, 2, 3, 4. Вставляем крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем сначала 2 петли, теперь еще 2. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, вставляем в то же место, в ту же петлю, что и до этого. Вытягиваем рабочую нить, протягиваем ее сквозь первые 2 петли и еще через 2 петли. Дальше делаем опять накид. Опять отсчитываем 4 петлю, вытягиваем рабочую нить, протягиваем ее через 2 петли и еще раз через 2. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Вставляем в ту же самую петлю, что и до этого. Вытягиваем рабочую нить через 2 петли и еще раз через 2. Вот что у нас получается. У нас уже есть 4 верхние арки. Вяжем дальше самостоятельно. В конце у нас должно получиться 12 таких арок. Я в конце ряда довязываю последнюю 12 арку. Накид, отсчитываем 4 петлю. В конце у нас еще останется 2. Итак, в 4 петлю протягиваем рабочую нить через 2 петли, еще раз через 2. Делаем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид, вставляем в то же самое место. И протягиваем через 2 и еще раз через 2. Все, это наша 12-я арка. Там осталось еще 2 воздушные петельки. Смотрите, что у нас должно получиться. Вот на этих арках мы будем вывязывать лепестки розы. Итак, пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 вот таких вот арочек у вас должно получиться. Давайте довяжем ряд до конца. Вот у нас осталось 2 воздушные петли еще. Что мы делаем? Делаем накид. Вставляем крючок в последнюю петлю. Вытягиваем рабочую нить, протягиваем ее через 2, потом еще раз через 2 петли. Делаем теперь 2 воздушные петли. Первая, вторая. И поворачиваем работу. Теперь мы будем вязать второй ряд, в котором мы непосредственно уже вывязываем лепесточки розы. Вначале нам нужно провязать столбик без накида вот в эту дырочку нижнюю. Итак, вставляем в нее крючок без накида, вытягиваем рабочую нить и протягиваем ее через 2 петли на крючке.
Теперь будем вывязывать первый лепесток. В каждую верхнюю арку будем провязывать 5 столбиков с накидом, 2 воздушные и еще 5 столбиков с накидом. Итак, делаем накид, ныряем крючком в верхнюю большую арку, вытягиваем из-под нее рабочую нить, протягиваем через 2 петли и еще раз через 2. Первый столбик готов. Таких вяжем 5. Опять делаем накид, ныряем в арку, вытягиваем рабочую нить, протягиваем через 2 петли и еще раз через 2. Второй столбик, третий, опять накид, ныряем через 2 петли, еще раз через 2, 3 столбика, четвертый, и пятый. Так, есть. Мы провязали 5 столбиков с накидом. Теперь вяжем 2 воздушные петли и потом еще 5 столбиков. 2 воздушные и опять 5 столбиков. Можно вот так немножко их подвинуть, чтобы образовать место в ту же самую дырочку. Итак, накид, рабочую нить вытянули, протянули через 2, еще раз через 2, первый, второй столбик, третий, четвертый, и пятый. Все. Первый лепесточек готов. Мы провязали 5 столбиков с накидом, 2 воздушные и еще 5 столбиков с накидом. Так, идем дальше. Вот в эту верхнюю арку будем вязать следующий лепесток. Но сначала закрепимся за нижнюю арочку и провяжем столбик без накида. Итак, ныряем в нижнюю дырочку, вытягиваем рабочую нить и протягиваем ее через 2 петли. Мы провязали столбик без накида. Дальше будем вязать верхнюю вторую арку. 5 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Две воздушные петли и еще 5 столбиков. Опять-таки можно немножечко петли подвинуть, чтобы себе образовать место. И вяжем еще 5 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, и пятый.
Вот, мы уже провязали 2 лепесточка. Опять подныриваем в нижнюю дырочку крючком, провязываем столбик без накида. Дальше вяжем в 3-ю арку и так до конца ряда. Итак, я довязала последний 12-й лепесточек. Все, теперь нам нужно только закрепиться. Итак, вот внизу есть маленькая такая дырочка, последняя у нас осталась. Подныриваем туда крючком и провязываем 1 столбик без накида. Вытягиваем рабочую нить и вяжем столбик без накида. Итак, вот что у нас получилось. Все. Теперь нам нужно обрезать рабочую нить. Кончик оставляйте подлиннее, для того, чтобы еще нам нужно будет цветок к ним сшить, ну и пришить туда, куда вы хотите. Обрезаем ниточку и провязываем еще одну закрепительную воздушную петлю. Протягиваем рабочую нить сквозь петлю. Все, готово. Теперь давайте свернем лепестки роз. Начинаем с кончика с более короткой ниткой и сворачиваем. Сворачиваем по кругу, укладываем листики так, как вам нравится. Посерединке можно их еще немножечко подкрутить. Ну вот наша роза и готова. Осталось ее прошить с обратной стороны. Для этого втягиваем нитку в иголку, наш длинный кончик. И аккуратно переворачиваем и прошиваем, захватывая все лепесточки. Как бы будем проходить иголкой насквозь. Вот делаем такие стежки со всех сторон розы. Стараемся захватить все лепесточки. Сделаем последний стежок. Все, розочка готова. Давайте теперь закрепим нить сзади. Делаем стежок с узелком. И подтягиваем нить. Вот такая роза у нас получилась. А давайте теперь рассмотрим вариант вязания цветка спицами. Для розочки, вязанной спицами,
Нам необходима пряжа и спицы у меня номер 5. Набираем 100 петель. После набора петель вяжем лицевой гладью примерно 5 сантиметров. На лицевой стороне вяжем лицевыми петлями, на изнаночной изнаночными. Итак, я провязала 10 рядов лицевой гладью. У меня получилось 5 сантиметров. Далее нам нужно обрезать рабочую нить по длине, где-то она примерно в 1,5 раза длиннее должна быть, чем сама полоска. Теперь вдеваем эту нить в иглу. И теперь нам нужно перенести все петли спицы на эту нить с помощью иглы. После того, как мы перенесли все петли на нитку, нам нужно всю эту ленточку нашу присобрать. Теперь нам нужно закрутить розу в спираль. Так, есть. И теперь с обратной стороны нам нужно это все закрепить и прошить. Переворачиваем и прошиваем. Сначала прикрепляем кончик. И теперь прошиваем всю розочку насквозь, чтобы все краешки мы захватили. Делаем пару стежков. Закрепляем нить, делаем последний стежок с узлом. А теперь что мы еще можем сделать? Мы можем вот этот вот маленький кончик вывести по боковой стороне на обратную сторону розочки. Таким образом он как бы стянет серединку. Вот по боковинке мы эту ниточку крючком поддеваем. И теперь с обратной стороны можно протянуть нитку на обратную сторону. И вот эту маленькую ниточку теперь можно связать с основной. Вот такая розочка у нас получилась. Можно оставить как есть, а можно немножечко завернуть края.
Вот такой вариант у нас получился. По-моему, выглядит тоже очень симпатично и будет хорошей альтернативой цветку из крючка. Вот для сравнения наш цветочек, связанный крючком. Пишите в комментариях, какой цветочек вам нравится больше и будете ли вы их вязать. А я прощаюсь с вами, до новых встреч!